Всем привет, всем привет! Добро пожаловать на мой новый курс по архитектуре и паттернам проектирования на современном C++ в Unreal Engine. Меня зовут Юрий, я буду вашим инструктором на данном курсе. Вас ждет 270 лекций со студийным качеством звука, общей продолжительностью более 24 часов. Мы начнем с фундаментальных основ управления памятью в C++ и Unreal Engine, разберем и вспомним сырые указатели, связанные с ними проблемы, идиому RAI и умные указатели C++. Погрузимся в устройство сборщика мусора в Unreal Engine, разберем алгоритм Mark and Sweep, специфику макроса uProperty, дихотомию памяти в Unreal Engine и все его умные указатели. Изучим вызываемые объекты от классических указателей на функции, функторов и предикатов до современных лямбда-выражений, их связь со структурами и все способы захвата переменных. Научимся писать безопасный код без сырых циклов, эффективно применяя алгоритмы STL и пространство имен Algo в Unreal Engine. Подробно разберем все 5 принципов Solid, сделаем это на реальных геймдев примерах, изучим теорию паттернов проектирования и реализуем классический дизайн паттерны, наблюдатель, стратегия и пул объектов. Сделаем все это, естественно, в игровом контексте. Также по ходу курса мы затронем паттерны State, Command и Factory Method, и каждый паттерн мы рассматриваем строго по алгоритму. Наивное решение проблемы, нарушение Solid, классическая имплементация, современная C++ версия. Разработаем, напишем собственную чистую C++ реализацию архитектурного паттерна Model View Controller. Проработаем событийно-ориентированное программирование с использованием системы делегатов в Unreal Engine. Эта часть курса текстовая, оформлена она в виде небольшого учебника. Отдельный раздел курса посвящен теории и практике профессионального тестирования. Разберем классический assertion в C++, идиому Arrange, Act, Assert, все семейства макросов в Unreal Engine, Check, Verify и Ensure. После этого переходим к теории тестирования. Далее полностью изучаем фреймворк Automation Spec, поведенческие автотесты и латентные команды. Также научимся создавать независимый модуль тестирования в Unreal Engine. После этого мы перейдем к практической части курса, разработки игры «Змейка» с нуля. Мы спроектируем ядро игры полностью независимым от Unreal Engine. Это позволит легко переносить его на любой графический API. Сделаем это с применением архитектурного паттерна Model View Controller, который полностью рассмотрели в теоретическом разделе, а для пользовательского интерфейса применим Model View Model. И на примере наглядно увидим, как сократится количество кода по сравнению с классической реализацией UMG. Все фичи игрового проекта мы будем писать по канонам современных профессиональных пайплайнов: код, тесты, рефакторинг, багфиксы, регрессионное тестирование, сборка. В процессе разработки мы применим на практике все изученные паттерны проектирования, наблюдатель для событий модельной игры, стратегия для алгоритма генерации еды и пул объектов для оптимизации спауна змеи. При разработке в Unreal концентрируемся исключительно на коде, работаем с Enhanced Input, с динамическими материалами, создадим свой кастомный материал сетки, работаем с таблицами цветов, все данные устанавливаем через C++, запрограммируем свою консольную команду, спроектируем Niagara-систему, все параметры прокинем из кода, посмотрим на Niagara Debugger, проработаем пользовательские настройки, Game User Settings, запрограммируем загрузку уровней, открытие видеофайла в интерфейсе, создадим фоторильный уровень нашей игры на основе бесплатных ассет-паков маркетплейса FAB, поработаем с окружением, с материалами и задизайним продакшн-версию пользовательского интерфейса. Помимо лекций вам будет доступна гигантская структурированная база знаний Вики с кучей дополнительных материалов и статей для самостоятельного изучения. Также ссылки на дополнительные видеоматериалы, которые можно смотреть в зависимости от вашей загруженности по времени. Имеются ссылки на документацию, примеры кода и также глоссарий по терминам, которые я использую в лекциях. Естественно, для всех участников курса будет доступен репозиторий с коммитами под каждую лекцию. Также в материалах курса имеется архив с дополнительными изображениями, которые можно использовать для своего уникального дизайна. И по ссылке можно будет найти сборку игры под последнюю версию движка. Курс содержит домашние задания и практические тесты для закрепления материала. Все лекции имеют субтитры на русском и английских языках и будут добавлены другие. Программа курса рассчитана на C++ разработчиков уровня Middle, а также на специалистов, нацеленных на профессиональный рост и прокачку до этого уровня. В курсе разбираются фундаментальные основы проектирования и стандарты коммерческой разработки при создании продукта. Подчеркиваю, говорю именно о продукте, то есть о проекте, который запускается всерьез и живет годами.
Написанный на коленке проект очень быстро деградирует и превращается в болото из спагетти кода. Курс дает системное понимание того, как заложить масштабируемую архитектуру, снизить стоимость сопровождения кода на долгой дистанции и обеспечить стабильность продукта с помощью автотестов. Отдельные главы курса и материалы из вики можно использовать как справочник на постоянной основе. Обращаю внимание, что это курс не для новичков в Unreal Engine. На сайте курса есть дисклеймер с информацией о необходимых базовых знаниях и даже встроенный мини-тест. Он небольшой и несложный, всего 10 вопросов, но крайне рекомендую его пройти перед приобретением курса. На официальном сайте можно подробно ознакомиться с программой курса, почитать про основные модули курса и подразделы. У каждого раздела имеются скриншоты лекций. Отдельное внимание обращаю на цепочки знаний. Весь материал максимально структурирован. Из каждой темы логически вытекает следующее. В материалах курса находится вся информация о том, что вы получаете, приобретая курс. В этом же разделе имеется веб-версия змейки. Обращаю внимание, это курс не про «сделаем змейку по гайду». И сгенерирует рабочий код за один шот, с этим спорить бессмысленно. Но есть нюанс. И все равно создает код исключительно по вашей инструкции. В программировании нет единого верного решения, их всегда много, и на стыке идей всегда возникают компромиссы. В этом наше преимущество, выбираем именно мы. А выбирать между вариантами осознанно можно только если очень хорошо понимаешь фундамент. Без этого понимания кодовая база рано или поздно становится неуправляемой. Неважно, кто ее написал, и или человек. В разделе «Содержание» находится список всех лекций курса. Их получилось больше, чем 270, не считая практических заданий. Некоторые видео находятся в бесплатном доступе, можете лично оценить качество и подачу материала, а в конце курса вы получаете именованный сертификат о его прохождении. Архитектурные навыки сильно увеличат вашу ценность на рынке труда и позволят масштабировать любые идеи. Век искусственного интеллекта критически важно отлично знать базу, фундамент и уметь грамотно формулировать свои архитектурные решения. Если вы уже пишете код на C++ под Unreal Engine и хотите перейти от «игра работает» к «игра грамотно спроектирована», вы попали точно по адресу. Буду рад всех вас видеть на моем новом курсе «Архитектура и паттерны проектирования на современном C++ в Unreal Engine». Он действительно большой, придется напрячься и хорошо поработать. Желаю всем продуктивного, классного обучения.